Меня зовут Василя, и мне 29 лет. Наверное, оно почему-то не самое радостное, которое самое первое приходит на ум, да. Я помню, что еще с такого маленького возраста я была такой чистоплюйкой, и, наверное, по определенным причинам. Я помню, что мама сказала прибраться дома до ее прихода. И я вот все прибралась, и к моему папе пришли какие-то друзья. Они, значит, посидели на кухне, ушли. И я помню, как осталась еда, которую они там готовили на сковороде. И чтобы вот это была идеальная чистота, которую я готовила, что моя мама придет и увидит, я выкинула эту еду в мусорку. И я помню, когда папа проводил своих друзей, он начал искать эти остатки еды. Я помню, что он не ругался, он говорит: Василя, ну это же нельзя выкидывать еду, это еда. И у меня не было вообще никакого там представления, что он говорит правду. Самое главное для меня, чтобы был порядок дома. Я не знаю, о чем я мечтала, но мне кажется, во мне всегда и до сих пор течет какая-то жила какой-то училки. И мне кажется, что если бы вот вернуться в то время, наверное, я бы хотела быть училкой и учить, и неважно кого, просто много всех учить. И это проявлялось в детском саду, когда я там пыталась, у меня есть видео с утренников, где я там пытаюсь всеми руководить на утренниках, кто когда должен вступать в музыкальном там ансамбле. Я думаю, что, скорее всего, так. Я думаю, что 20-летней я никого бы не слушала, даже 30-летнюю себя. И мне кажется, что главное, чтобы я сказала, чтобы я перестала сутулиться. Это, мне кажется, главное в жизни. А все остальное будет так, как будет. И я считаю, что вряд ли бы советы какие-то помогли мне в 20 лет. Это такой, на самом деле, сложный момент, ребенок. Вот для меня это было очень сложно, я вообще не ожидала. То есть, мне кажется, вообще 90% женщин готовятся к родам. А вот все, что происходит после, это на самом деле роды, да, это было вообще ужасно сложно, но все, что происходит потом, это реальная жизнь. Это как шутка есть, типа: окей, Google, я его родила, да, что дальше? А дальше начинается самое интересное. И на самом деле, на тот момент, когда у нас родился ребенок, у нас еще с мужем были недостаточно, я считаю, вот уже оглядываясь назад, крепкие отношения. И ребенок — это такая проверка отношениям, то есть они и без того были у нас еще недостаточно сформированы. И ребенок — это просто настолько еще усложняет все это, да, и вот эти, все биологические потребности, сон, еда, там этого никогда не хватает, совместного проведения времени с мужем. И мне кажется, это вообще, вот просто это было потрясение для меня в первую очередь, и, для семьи, для отношений, и вот это выдержать и остаться при этом в хороших отношениях, дальше их строить, даже не в хороших, а дальше продолжать строить, воспитывать ребенка, уделять время себе. Это вот то, к чему я вот сейчас пытаюсь выйти. Но, как говорят, так было не всегда. Мне было очень сложно, поэтому я хотела бы в идеале второго ребенка, но мне хотелось, чтобы мне его принесли, сказали: вот тебе проходить беременность заново, роды, вот это вот. Первые 3, наверное, года жизни, не зря, да, у нас декрет в России 3 года, первые 3 года жизни, но если что, вырежет Надя, но для меня это было адище. Адище, декрет — это при нагрузке вот командировок, работы, ночных каких-нибудь там смен, да, это никогда не сравнится с декретом. Вдруг какие-нибудь мужчины сейчас смотрят, и вдруг вас зацепит то, что я говорю. Действительно, для женщины это не просто усталость, это не просто ляг, отдохни, хочешь спать, тогда спи. Нет, это на самом деле есть такие вещи, как выгорание, как послеродовые депрессии. Это все, я считаю, это вообще испытание для женщины такое. В то, что я периодически впадаю в детскую вот эту позицию, где я не хочу брать ответственность, я это все действительно понимаю, где я не хочу быть взрослой, где я не хочу... я хочу, чтобы кто-то просто пришел и помог, поддержал. И на самом деле, как я уже, по-моему, сказала ранее, не всегда так бывает, не всегда тебя могут понять и поддержать. Только, наверное, внутри себя ты только сам себе понимаешь, что у тебя происходит. И в эти моменты мне кажется, что все, нет, я ничего не умею, я ничего не могу, и все плохо. В этом моя слабость, и порою
вскатываться вот в эту яму и не видеть ничего хорошего, да, периодически такое бывает. Это, наверное, мои самые такие слабые, такое уязвимое мое состояние, когда вот ветерок подует, и я точно там свалюсь в эту яму. Ну, это, мне кажется, самый большой мой страх — это просрать эту жизнь, потому что дан такой нам классный шанс, и я, на самом деле, недавно это поняла. Конечно, я очень много разочаровывалась в жизни, но на самом деле мое самое главное разочарование в жизни — это то, что, оказывается, все зависит от тебя самой. Это очень было грустно принять, что ни муж твой ни в чем не виноват в каких-то там вопросах, ни родители, что ты можешь взять все в свои руки и исправить. На самом деле это вроде и хорошая новость, но это ведь говорит о том, что надо что-то делать, действовать. И та же самая психология учит нас не питать никаких... Почему происходит разочарование? Потому что есть определенные ожидания от людей, от ситуации, от работы, от своего ребенка. Чем меньше возлагаем, наверное, мы каких-то ожиданий, тем меньше оно и каких-то разочарований. Конечно, в жизни 100% этого делать, это, мне кажется, невозможно ни для кого, потому что все мы живые люди. Но, в общем, сегодняшний я, конечно, принимаю людей намного больше, чем даже вот год назад и 2. Я ежедневно этому учусь, принимать, что люди разные, что люди могут думать по-другому, что люди могут думать не как я. И иногда это больно, иногда это неприятно, иногда это, наоборот, прикольно и удивительно. Но вот это так. Мы как-то с ребенком в библиотеку ходили. Здесь у вас такие классные библиотеки, прям как в Европе. Можно вот, типа сидеть на диванчиках, пить чай. И вот там была такая книга, и написано в ней, что вот самое главное в жизни человека. И там, значит, не так много страниц, но так вот настолько, я думаю, вот такие надо книжки читать детям, и там вот пишется, что для кого-то, значит, это деньги и заработок, для кого-то жить на берегу океана и путешествовать, да, и кушать там вообще самый какой-то минимум, для кого-то семья там и становление. И на самом деле, наверное, вот для каждого, вообще для каждого человека это свое, потому что, опять-таки, все люди разные, и у кого-то представление, что в жизни должно быть так, а у кого-то вот так. И, например, вот опять-таки там 3 года назад я бы сказала, работа, там, карьера, знакомство с людьми, вот эти мероприятия мои, которые мы организовывали. Сейчас как-то то ли я остепенилась, то ли я изменилась, я понимаю то, что вот такой уход в одну сторону, да, например, в сторону работы, ну, это вот неполноценная жизнь, по моему мнению. И не только потому, что должна быть, например, обязательно там муж и семья. Да? У кого-то нет, и кто-то действительно себя чувствует полноценно. Но он также реализован в каких-то других сферах, да? Там в спорте или действительно в языках. Вот я для себя считаю, было бы для меня идеальным суметь сбалансировать, пока у меня это очень плохо получается, не уходить ни в работу с головой, не уходить ни в семью, да, только там чувствовать себя нужной только для того, чтобы там всем поесть, приготовить и всех там в уюте содержать дома. Я говорю, быть очень разносторонней личностью, но над этим, оказывается, как я узнала, нужно действительно очень много работать, да, успевать многое. И я пока не понимаю вообще, как это делать даже в своих реалиях, хотя у меня только один ребенок, один муж, одна работа, когда там у людей по несколько работ, проектов. Ну и так вот себя изнашивать, наверное, тоже очень важно, да, изнашивать просто свой человеческий вот этот ресурс, там, не знаю, работая до часу ночи или там, я тоже уже не готова. Вот мне кажется, что хотелось бы быть в балансе каком-то и чтобы не было никакого перекоса. Даже месяц, наверное, назад вот я на этом себя не улавливала. Сейчас, в последнее время, я могу там идти со своим ребенком по парку Маяковского, и вот он там на самокате катится впереди. И я думаю, вот какое счастье, что я вот просто иду. Это на самом деле раньше... Это всегда мне казалось, что это так банально, вот это все слушать, да. Но я сейчас реально понимаю, что вот у меня есть ноги, чтобы пойти, и глаза, чтобы посмотреть, и уши, чтобы слышать смех своего ребенка. И я рада бесконечно, что он здоров, потому что это тоже такие банальные фразы, да, когда там родственники собирались на день рождения и говорили: Василя, самое главное тебе здоровье. И ты вот это сидишь, слушаешь от 40-го родственника и думаешь, ну что-нибудь может поинтереснее. Но сейчас реально я понимаю, что самое-то интересное изначально быть здоровым.
И особенно, когда ты становишься родителем, самое важное, самое основное для ребенка – это чтобы он был здоров. И сейчас я, оказывается, умею улавливать это счастье в дне, вот находить. Или то, что вот я встала, привела себя в порядок и еду на работу. Это тоже на самом деле счастье, потому что полгода здесь, в пандемию, я просыпалась, ну, как, наверное, многие люди на Земле, и меня никто нигде не ждал. И вот для меня, как для личности, это тяжело. Я знаю, что меня ждут коллеги на работе, мое начальство, руководство, и я этому тоже рада. Я рада, что вечером я увижусь со своим мужем. Конечно, естественно, не каждый день я это могу улавливать, но в течение дня я уже стараюсь ухватить вот этого кота за хвост и понять, что вот, оказывается, в моменте, ну, может, не всегда я счастлива, но в моменте я понимаю, что это, например, дано не всем, то, что есть у меня. Говорю, основной мой посыл, чтобы прожить эту жизнь для себя, не упустив, да, каких-то открытых для себя возможностей. Сейчас я для себя открываю такое новое, наверное, для меня направление, как психология. Я сама в личной терапии с психологом нахожусь и начала учиться на психолога. И я думаю, то, что моя мечта, если бы вот в общем говорить, если бы я доучилась и применяла, и помогала бы людям, мне кажется, у меня бы это хорошо получалось, я была бы вот в общем счастлива, и в общем бы это было, наверное, мое такое становление. Ну вот у меня сейчас такой этап, когда я, наверное, выбираю, буду ли я суперизвестным психологом через 5 лет. Через 5, наверное, вряд ли еще получится. Либо я продолжаю организовывать мероприятия, проекты, работать в международных проектах. Я пока для себя этого не решила, но как бы там ни было, мне кажется, будет хорошо для меня. То есть вряд ли я там через 5 лет на таком же интервью скажу, вот, ну жалко все-таки, что я 5 лет назад вот так не поступила. Я сейчас понимаю, что в жизни все, что не происходит, оно вообще для чего-то, и для чего-то это реально нужно. Просто в момент сложно понять, зачем какие-то даже, кажется, печальные события или грустные для тебя происходят. Но пройдя время, оглядываешься, думаешь, оказывается, по-другому я сейчас думаю об этом. Я желаю, чтобы я, наверное, не усложняла эту жизнь, старалась, я и так стараюсь всегда проще и легче смотреть на вещи. И не сутулиться. Желаю не сутулиться и в 20 лет, и в 30, и в 40 желательно с прямой спинкой ходить.